Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Поговорим сегодня о новом проекте, это Chains Arena, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет, подписываемся, ставим лайки. Да, вышла третья игра от проекта Mobox, пока альфа-тест, у всех есть доступ, всем бесплатные расходники. Вот мы 6-7 дней уже кликаем, да, немножко прокачались, разобрались. Давайте вместе смотреть, разбираться, что за игра, где тут можно будет заработать, как в нее играть. И еще раз напоминаем, это NFT игра на Binance Smart Chain блокчейне. Так, ты сразу Лего, да, вытаскиваешь? Да. Но сейчас сразу расскажем, друзья, мы показывали эту еще игру на последнем стриме, поэтому как бы там предупреждали, что будет как стресс-тест, для того, чтобы понять, как работает игра, нагрузки и так далее. Каждый день насобают по 1000 М-боксов, это нужно для того, чтобы просто могли играть, грубо говоря. Понятное дело, что это тестовые токены, их, естественно, выводить нельзя. А то бы, конечно, 1000 сразу вышел и все, и забыл. Я сейчас просто открываю карты, да, вот такая система будет, мы будем, естественно, потом открывать. Тут есть градация звезд, есть редкость, то есть мне сейчас выпала одна карта, она была подсвечена у нас красным цветом, есть фиолетовый, красный, это самая крутая, это легендарка. И каждая карта, давайте будем более детально смотреть, для чего это нужно, мы собираем деку. Дека у нас будет составлять из 6 карт. Каждая карта имеет прокачку, то есть вот обычно мы вытаскиваем с определенными звездами, грубо говоря, и потом можно будет эволюционировать в более крутые, это нам позволяет прокачивать дополнительно уровень. То есть тут максимально 300 уровень, если выкачаем, еще дальше будет 350 уровень, то есть нам нужно будет 2 такие карты, еще такие, короче, очень много нужно будет, соответственно, это механизм сжигания NFT одно в другое и усиливания. Дальше у каждой из этих карт есть определенные скиллы, есть пассивки, есть активное умение в виде как бы ультимативной, либо просто умения. У него есть кулдаун, и можно посмотреть, что это делается, да, что из каждой скиллов делает. То есть таким образом мы составляем какую-то деку. Что интересно сразу по декам, есть система синергии. То есть если мы берем какую-то моно-деку, имеется в виду тут стихийные, она будет давать бонус. Если мы возьмем все 6 карт огненного типа, мы получим хп, мы получим атаку. Дальше можно посмотреть, если это земляные, там другие бонусы. А у меня лично сделана не монодека, у меня как бы 2 синергии. Это вода и земля. То есть я получаю хп и увеличенный critical strike. Соответственно, от этого будет строиться билд. Каждая карта имеет разные механики, то есть карты убийцы, есть карты, как бы, которые ориентированы больше под танкинг, потому что их скиллы позволяют. Ну, как вы понимаете, от этого вставляется дека, вставляется билд. Так. Да, наверное, покажи еще по призыву. Ты сразу показал премиум призыв, который за мобоксы. Там еще и существует призыв вот с обычных свитков. Там, правда, нет вероятности вытащить легу. Да. И желтые, по-моему, тоже не выпадают. Желтые это здесь называются эпики. Нет, вот здесь... их можно будет зарабатывать, да, бесплатно. Да, здесь вот максимум рарку можно, видите, вытащить с 1%. Понятное дело, что они хуже, они слабее, как бы, но за имбоксы там понятно, что можно вытащить самый топ. Сейчас... Где их можно, что с ними можно сделать, с такими плохими, условно, да? Да, то есть, сейчас мы, понятное дело, нам дают по 1000 имбоксов, друзья, и наша задача просто качать легендарки, самые крутые, потому что в день нам насыпает по 1000 каждый день. Соответственно, выкачивать какой-то мусор нет смысла. Я сейчас ненужные инфетишки просто беру, сжигаю, получаю прокачку. Вот я не знаю, как это называется правильно, да, это, короче, вот этот ресурс, он нужен для того, чтобы прокачивать наших героев, то есть он будет использован вот здесь, это нужно будет золото и вот этот ресурс для прокачки, то есть я насобрал, прокачал, видите, статы растут. Что интересно еще по игре, то есть у каждого героя он может брать еще вещи дают определенные бонусы к урону, если собираем сет, дается определенные тоже характеристики, их тоже можно крафтить по такой же системе, то есть мы берем 3 обычных меча, превращаем вот в такой меч, дальше их куем, превращаем в следующий, куем, превращаем в следующий и так далее. То есть чем дальше играем, тем лучше, соответственно, шмотки, тем сильнее наш герой становится. Когда мы крутим рулетки, друзья, вот эти не рулетки, а призыв именно, когда мы делаем призыв, мы получаем вот такую штуку, как лаки кольцо. То есть мы за каждые наши призывы накапливаем вот этот бонус и потом делаем прокрутку и получаем здесь либо свитки призыва героев, либо книжки для прокачивания скиллов, то есть, как кому повезет. Естественно, самое топовое здесь вот это.
По-моему, эти прокрутки дают, как в других играх, именно затрату мобоксов. То есть за каждую единицу потраченного мобокса у вас там за 100 мобоксов, что ли, одну прокрутку дают такого уровня. Ну да, здесь, поскольку мы сейчас постоянно льем, поэтому прокрутки как бы дофига. То есть с этим проблем нет. Давай сразу, наверное, покажем, да, хоть какую-то боевку, что вообще понимали, что за игра. То есть, ну как стандартно, есть две позиции: защитный состав, либо атакующий. У меня он один и тот же, потому что пока нет ресурсов, чтобы выкачивать что-то другое. Ищем кого-то, например, нападаем на вот этого, выставляем карты. Каждая карта, она имеет, ну, свои скиллы. И позиция, как я выставляю, в такой мой противник будет атаковать. То есть он будет атаковать самую левую карту, потом правую, потом эту и так далее. Естественно, есть умения, которые игнорируют ближних, атакуют задних. И давай посмотрим, как это выглядит. Сам бой. То есть у меня вот бонус здесь показан, у моего соперника вот здесь. То есть у него больше защиты, больше атаки. Они прожимают все сами. То есть это полностью автобой. На сам бой уже, да, не повлиять. После того, как вы нажали кнопку матч, все происходит. Уже можно вон ускорение нажимать, если вам не интересно. Да, ну это... быстро писать результат. Но для анализа своей деки всегда желательно смотреть, что как работает, какие механики. Вот мы видим на второй слоте есть такой хиллер, у которого при просадке хп ниже 60% он вешает на всех щит. Если он максимум выкачан этот скилл в его с пассивки, то он дает 800% вот этого белого щита. Да, его тяжело пробить. Чем можно еще сказать, пока вспомнил, отличие легендарок от всех остальных. То есть там эпики, это фиолетовые 4-звездные, их можно максимум выкачать на одну фиолетовую звезду. Рарки желтые, наоборот, да, рарки, эпики желтые, их можно выкачать на 5, по-моему, звезд фиолетовых, так же как и леги. В чем отличие лег? То, что у них есть на пассивке дополнительная строчка. То есть у них на пассивном одном умении у них всегда какой-то срабатывает триггер. То есть там, допустим, как вот у этого мага, если у него падает хп ниже такого-то процента, то происходит то-то. Там, допустим, вот этот максимальный дамагер, он за каждый 5% вот этот 300 левел, который у Кирилла в последнем слоте стоит, он за каждый потерянный 5% жизни, он разгоняет себе крит-шанс. Ну и вот такие всякие штуки, все можно возможные карты посмотреть. Вернись один раз назад. Кого ты хочешь, вот наверху нажми, слева, нет, вот слева вверху нажми, да, вот здесь можно посмотреть, максимум выкачано 350, все какие существуют в игре, всех прокликать, почитать, посмотреть, кто вам нравится. А вообще, ну, естественно, надо будет отыгрывать, либо вы заранее готовитесь, покупаете с рынка, которые обещают, покупаете готовых лего, там 2, 3, 4, да, чтобы их сразу выкачивать на 2-3 фиолетовые звезды. И одну выкачиваете на максимум, потому что одна начинает тащить очень сильно. Да, но мы сейчас как? То есть у нас какая задача? Нам дают мобоксы, да, мы их просто сейчас быстро, мы оставили для контента, поэтому сегодня уже отстали по прокачке. Мы открываем, смотрим, что падает, потом ненужные карты, естественно, их можно будет продавать, потому что будет маркет. Ненужные карты мы лично, естественно, их пытаемся куда-то деть. Есть системы всякие, допустим, мы меняем куча вот карт такого уровня. Допустим, сейчас 60%, то есть, допустим, если вы супер, там, не знаю, лакер, вы можете одну такую карту поменять, да, с 10% шансом на легендарку. Но это 10 раз, да, поменять по одной. Да, но это будет бомба, на самом деле, но я не знаю, каким надо быть. Сколько раз пройдет. Да, то есть, видите... давай. Да, нафиг, я не хочу прогресс терять. Короче, ну видите, друзья, то есть, вот как бы мы меняем, да, ненужные нам карты на одну легендарку. Также, что интересно, мы можем, допустим, у нас есть куча легендарных карт, которые нам не нужны. То есть, допустим, я собираю воду, забираю землю, то есть такую синергию. Я беру либо 66%, либо 100%, либо 33%, да, там смотрите сами, насколько вы лакер. И выбираю любую легендарку, которая мне нужна, абсолютно любая. То есть, допустим, мне нужна вот эта, я беру ее, прокачиваю, и тем самым я потом вот здесь... беру, делаю эволюцию, у меня появляется она, и я вправе потом прокачать больше 200 уровня, 250 будет. Соответственно, это помогает нам выращивать наши статы нам позволяет получать больше атаки и, соответственно, конкурировать. В М-боксе, точнее в боксе, в Мобоксе, друзья, у них система здесь всегда двухнедельная. За 2 недели тут идет рейтинг, потом он обнуляется и нам насыпают награды. Понятно, что в стресс-тесте они будут меньше, чем потом.
Что еще можно добавить по игре? Уже недельная стала в других играх, так что здесь, возможно, тоже будет недельный сезон со временем. Но здесь обещают тоже не будет ресета, потому что все-таки это не дешевое удовольствие, да, лутать себе эти карты, и если каждый сезон тебе будут их скидывать, это будет что-то с чем-то. Но здесь пока накопительное. Да, здесь пока, кто знает, похоже на Heroes Empire, то есть как бы, ну, именно по механике, то есть одну карту в другую объединяешь, усиливаешь свою деку. Что интересно, здесь есть еще система. Есть система. Так, давайте обновлю. Зависание. Ну, для этого и существует альфа-тест. Проверить нагрузки, баги, найти какие-то уязвимости, подрихтовать какие-то шероховатости, может быть, какую-то экономику, да, изменить, посмотреть. Потому что это, считай, такого в реальном времени теста никто не даст. Так, есть система пассивного фарма, то есть чем дальше мы проходим, тем больше героев у нас есть, тут будут капать М-боксы. Мы покупаем за М-боксы тоже вот эти кирки, они нам фармят, показано, что там вот дается, каждый час дается по сундуку, дается М-бокс, дается вот это золото игровое, дается материал для прокачки героев. И вот сундуки падают, сундуков мы получаем, когда их открываем, мы получаем здесь М-боксы тоже, тут они, получается, рандомно идут, то есть какие-то сундук, то есть может сундук выпасть какой-то крутой, может слабый, на его прокачку нужно 4 часа потратить времени, то есть нажимаем Unlock и 4 часа он, естественно, будет открываться. За М-боксы можно это все дело ускорить, понятное дело, что на тесте этих токенов тонна, поэтому выгоднее просто открывать их. Открываешь сразу за М-боксы и возвращаешь по сути. Можно уточнить, что это единственное место пока, где падают шмотки. То есть откуда можно получить вещи, которые, естественно, достаточно сильно влияют в процентном соотношении на вашу атаку, защиту и все остальное. Так, дальше что еще есть? Есть, естественно, компания, есть ладдер, друзья, чтобы вы понимали, есть ладдер по арене, есть еще, так, если посмотреть, есть вот, есть за данжон, можно посмотреть, так, вот, награда, да, показана? Да. Здесь показано за арену награда, здесь показано за данж и общая мощь. То есть есть 3 направления. Чем дальше мы проходим, тем, соответственно, мы ближе будем в топе. Это идет по арене и по компании. По компании представляет то же самое, по сути, как бы автобой. Наша задача построить синергию и от этого отталкиваемся. Смотрим какие-то слабые места, либо пытаемся дополнить и так далее. То есть я сейчас пока в основном какие-то боссы, на которых происходит затык, которые там начинают ваншотать, там массово ЕС давать. Надо под них какую-то, видимо, подбирать антистихию, думать уже, как противостоять определенным скиллам с этого босса. Но мы как вот ощущение, как вот все, что кликали, когда вот мы выкачивали всех ровно, там все 100 или все 150, и думаем, ровно, крутая пачка идет. Это не тащит. Как только ты одного начинаешь выкачивать там на 200, 250, 300 лео, то потом тебе становится попроще в арене. Поэтому советую пока концентрироваться на одном каком-то дамагере, да, со сплэшом, возможно, с АОЕ каким-то, с критом, чтобы вы могли ролять. И его выкачиваем на максимум и пытаемся, да, шотать. Так, еще такой момент, когда мы проходим, да, чем дальше проходим, тем больше нам сыпет за ФК-тайм, М-боксы и так далее. Здесь, как вы видите, за сколько показано? За 3 часа, да, ну почти за 3 часа насыпало 24 М-бокса. Понятное дело, что это много, но не забывайте то, что каждый день нам давали по 1000. Влито было сюда очень много, и компанию, естественно, прошли мы очень далеко. На старте, я думаю, мало кто дойдет, да, это надо вливать очень прям колоссальные деньги для того, чтобы пройти так далеко. Дальше, что сказать по героям? Как мы уже говорили, стоит, естественно, выкачивать кого-то одного по максимуму, какого-то дамагера, как мы видим, потому что дамагеры позволяют быстрее закрывать какие-то точки, тем самым с боссами их становится проще убивать. У нас, не знаю, у меня лично сетап это один танк, который имеет еще свойство саппорта, в плане того, что когда его просаживают на определенное количество хп, он дает защиту всем, он дает атаку. Есть что-то в виде хиллера. Есть классные герои, которые дают, когда его просаживают, он дает на 60%, когда этого героя просаживают, он дает от своей атаки барьер в процентах. Чем выше атака, он дает 800% шилда на всех. То есть это как бы позволяет нам выживать. Ну и, соответственно, дальше смотрим, какие герои прокуют, какую синергию мы можем собрать, и от этого уже отталкиваемся. Сетапов, билдов очень много, потому что есть и монодеки,
имеется в виду, когда вы собираете одну стихию, есть и различные комбо-деки. Где-то дают больше выживаемости, где-то дают больше атаки, и, соответственно, от этого уже можно что-то придумывать. Да, существует еще гильда, где вы можете объединиться со своими сокомандниками. На данный момент пока она не прокачивается, 20 максимум. Тут уже используется ваш хэшпауэр с вашего Момо фарма, да, с основного сайта, с шахты. Оно дает какие-то бонусы, токены. Есть гильдовый магазин, где вы можете подкупить себе книжек. Есть всякие там разные штуки еще тоже, не все рабочие. Вот какие-то есть души, да, духи какие-то, земли там и всего такого прочего. Также там есть вкладки пока не активные, это как Guild Dungeon и Guild Battle, то есть будут какие-то зарубы гильдии на гильдии. Пока это еще не работает, но видно, что разработчики в этом направлении думают и заложили это в будущую механику. Можно еще, наверное, упомянуть, что на самом деле это такой произошел ребаланс или оживление старой игры. Игра эта уже существовала до этого, да, по-моему, год назад она была уже. Но тогда еще не было мобокса как такового, это был, по-моему, один из первых проектов, которые они начали запускать, и, видимо, поняли, где у них узкое место, запустили инфраструктуру, DeFi фарминг, этот стейкинг, хэшпауэр, все дела, и вот теперь они восстанавливают эту игру, делают ей какое-то обновление, посмотрим, как будет выглядеть бета, да, то есть, может быть, у них там Опа, нужная прокнул, друзья. Если что-то нужное прокает, это топ. Опа! Пошел, жара. Давай, открывай дальше. Что можно еще уточнить, что вот эти мег-кристаллы, которые мы тоже знаем, выходят с сундуков или дают с токен мастера, можно заработать, или из других игр, они здесь нужны именно для эволюции ваших героев. То есть это единственное узкое место такое, которое в игре пока их очень сложно заработать, они только из рулетки падают. Ну так нам их каждый день сейчас насыпают, но похоже, когда будем играть, чтобы сделать эволюцию, нам придется их туда донатить, да? Не, ну тут, чтобы играть, понятно, что придется карты покупать, потому что вот этот призыв, друзья, как видите, не дешевый. То есть, можно еще, наверное, упомянуть, что карты можно скидывать, да, то есть прокачанные вами можно возвращать прогресс, но они как бы, если вы на нее хоть раз одели, прокачали, использовать в бою, она связывается с вами судьбой, и, я так понимаю, ее потом на рынке будет не продать. Ну, не знаю еще, да, не продать. Ну, может быть, да, потому что здесь, которые ты использовал героев, их надо как бы отдельно брать, и если ты хочешь их там уничтожать, скрещивать, то есть их надо, как они отдельно уже идут. Также там есть подвязана небольшая механика такая, что чем больше вы героев связали с собой судьбой или использовали, да, у вас увеличивается накопительный пул вот этих пассивных мобоксов, да, то есть насколько максималку вы можете выкачать. Это вот здесь, да? Откроешь, да, вот там вот видно, вот 560 тут уже, или сколько там у Кирилла выкачано из 2050. Если он сейчас какого-нибудь героя забиндит, то у него эта максималка поднимется. Вот это пока еще непонятно, это на сезон, не на сезон, скорее всего на сезон, потому что если это один раз, то... Не, ну игра в долгую, как бы, здесь игра именно долго надо все будет, потому что шмотки, вот даже если нам насыпают столько токенов, как бы сундуки падают, еще синих шмоток вообще почти нет, лично у меня. То есть, а тут, как видите, я просто за инбокс открываю. Понятно, что когда игра выйдет, фиг кто будет за инбокса просто так открывать, потому что это недешево тоже. То есть, каждый такой проклик... Главная страница, там еще сундуки есть, мы, по-моему, забыли про них сказать, покажи их, что это достаточно очень сильный старт на вашу прокачку, да. То есть, вот тут видно, он уже сегодня их купил. Каждый день дают вот эти сундуки разные. Я знаю, что последний за мег кристаллы стоит достаточно недешево. Да тут это все вот недешево. Первый я забыл цены. Первый, по-моему, за золото, второй за инбокс идет. Ну, это, короче, кто зайдет, посмотрит. Понятно, что сейчас все это легко идет, все дофига, как бы, да, на любом тесте. Как будет игра, посмотрим, что вообще, в принципе, будет по заработку, по вложению, потому что пока, ну, естественно, сказать мы ничего не можем. Радует одно, что игр выходит уже много, то есть, если посмотрите, здесь уже 3 игры у них, и еще была одна игра, где можно было там просто поиграть с портфелем в этих, как называть, в крипте. Трейдеров. Да, ну да, в трейдера поиграть. Как бы сейчас ее убрали, не знаю, временно выключили или как бы решили пока убрать, не знаю, с чем связано. Но не про это сегодня, друзья. В принципе, я думаю, рассказали все, что могли. По сетапу я свой сетап показал. Не скажу, что он прям какой-то супер имбовый, но не знаю. До этого вчера был топ-60. Сегодня я улетел, потому что сутки не играл. То есть сейчас все буду прокачивать, там раскачивать и будем тащить. Есть что добавить?
Нет, это все. Подписываемся, ставим лайки, пробуем все альфа-тесты игры, смотрим, что вам по душе, играем. Глядишь, может какой-то аирдроп упадет, или вы ворвете какой-нибудь топ, да, пока халява, да. Естественно, что уже не первый день, ну, что поделать. Следите за новостями, следите за развитиями криптоигр, и до новых встреч. Да, друзья, всем пока!